великий полководец Молдавии, побеждавший армии империи. Приятно считать, что великие полководцы рождаются только в крупных странах, ведут завоевательные войны и там зарабатывают себе славу. Небольшие страны и малые народы таких примеров не имеют. Это заблуждение. Небольшие страны, конечно, не могут располагать огромными армиями и средствами, но и там рождаются великие люди, которые малыми ресурсами совершают великие победы. И в этом сила их подвига даже больше, чем у купающихся в мощи империях. С миллионными армадами легко громить слабых соперников, а вот настоящее чудо остановить такую чудовищную махину, имея скудные ресурсы. Господарь Молдавии Штефан Великий как раз пример того, как полководец раз за разом творил чудеса на поле боя, побеждая в разы превосходящие силы врага. Как же ему это удавалось? Карпатское население, потомки римлян, даков, готов, славян, авар и булгар к XIV веку создали два царства в солнечных долинах – Валахию и чуть меньшую Молдавию. Связанные кровными узами цари и народы оказались между сильнейшими народами региона – османами, греками, венграми, русскими, татарами, и им пришлось отставить свою свободу регулярно. Штефан отнял Молдову у своего дяди, который ради трона убил своего брата, с войском, которое ему любезно предоставил знаменитый родич Влад Цепиш по прозвищу Дракула. Он в 2 битвах разбил на голову вероломного дядю и принял престол. Однако, счастья в этом было мало. Турки захватили Балканы и правили железным кулаком и невероятной надменностью. Приходя в вассальные города, они вели себя так, как будто имеют дело с людьми низшего сорта, даже среди князей. Размер дани туркам на Молдову был таков, что страна физически не могла ее выплачивать, что грозило карательным набегом и истреблением. Штефан оказался на своем месте, сразу же стал строить крепости и реформировать армию, а когда увидел сопротивление бояр, которые не давали свободы прошлым государям, он сначала убедил тех ихних, кто бежали за границу, вернуться, а затем начал регулярно казнить тех, кто пытался сопротивляться его активным действиям. Правитель был жесток, быть может сильнее, чем было принято в то время. Успехи были огромны. Освобожденные от боярского гнета, крестьяне пополнили армию, а та пополнилась артиллерией, кавалерией по образцу венгерской и даже флотом, хоть и небольшим. Более того, он обязал крестьян носить оружие под страхом смерти, чтобы защищать себя и отечество, если будет в том нужда. Конечно же, соседи оценили нового правителя и начали точить ножи, чтобы не дать появиться новой сильной стране в регионе. Штефан их опередил и нанес удар сам, напав на спорные территории с Польшей. Несмотря на разный вес государств, Молдавия нанесла поражение сопернику и закрыла вопрос о территориальной принадлежности земель. Но было очевидно, скоро кто-то из соседей устроит войну. Повод нашелся быстро. Дядя Штефана успешно скрывался в Трансильвании, которая была в руках Венгрии, оттуда он периодически строил козни, но нападать открыто Молдавия не решалась, ведь обе страны были союзниками против Турции. Ситуация решилась сама. Влада Дракулу сместили с престола бояре, подкупленные турками, и возвели на него Раду Красивого, а союзник Венгрия предпочла не заметить инцидента. Однако молдавский господарь откровенно выжидал оптимального момента и опасался открыто нападать. Он с трудом взял несколько приграничных городов, проверяя мощь Венгрии, и убедился, что страна сильна и богата. Ответ европейских номадов не задержался. Король Венгрии Матвей идет с огромным войском наказать мелких выскочек. Кто такая Молдавия на фоне Великой Венгрии, что держит турок у границ Европы в одиночку? И Штефан немного испугался, как он отразит атаку. Страна встала на ноги, но ни по населению, ни по мощи и опыту армии даже не приблизиться к венграм, что он наделал своей попыткой покарать соседа. Разгром и казнь неминуемы. И здесь раскрылся его талант правителя и полководца. Не имея практически никаких ресурсов, он начал готовиться к отпору.
Что для этого понадобилось? У Штефана только 10 тысяч профессиональных воинов, это боярская конница со своими плюсами и минусами. Он объявил о наборе большого войска из 40 тысяч бывших крестьян-пехотинцев. Они плохие солдаты, но знают свою землю, хитры и яростны в обороне. И это все, что есть у него в плане армии. Остается еще использовать ландшафт, времена суток, погоду, и тут Штефан проявил себя мастерски. Молдаване нападали на противника в лесных и горных дефиле, где венгры не могли применить свое преимущество правильного боя, лучшего вооружения и снаряжения. Их спесивая конница массово гибла в ущельях, давя друг друга, ломала ноги в лесах и оврагах, а пехота глухо ворчала, понимая, что дела идут плохо. Малая армия господаря изматывала вторгшиеся в Молдавию венгерские войска нападениями с фланга, с тыла, из засад, обороной лесных проходов и водных переправ, с задачей выиграть время для мобилизации большой армии. Да, они отступали, оставляли города, но враг получал такой урон, что Испания все больше напоминала поражение. Венграм удалось проникнуть глубоко в Молдавию и захватить Баю, ее древнюю столицу. По правилам, это победа Венгрии, но молдавские крестьяне просто подожгли город и в дыму и пламени напали на врага. В боях среди горящих руин города молдавское пешее ополчение находилось в лучшей тактической ситуации, чем тяжелая конница венгров, и оправдало ожидания господаря. Знающие местности город молдавские крестьяне просто вырезали венгерскую знать и убегающую пехоту. Чудом спасся сам Матвей с охраной. Конфликт закончился сокрушительным поражением венгров, армия которых более чем в 3 раза превосходила молдавские силы. Это положило конец всем венгерским претензиям на Молдавию. Корвин чуть не умер после того, так как трижды был ранен стрелами и едва сумел бежать в Трансильванию. И это было только начало триумфальных побед. Хан Большой Орды, Ахмат, нацелился в поход на Польшу, Литву и Молдову. Крымские татары, балансировавшие между двух центров силы, успели предупредить Штефана о грандиозном походе с востока. Татарские армии разорили Польшу, а ее король Казимир совершил ошибку, оставив войско слишком далеко от границ, и татары без особенных проблем двинулись на юг, вторгшись в Молдавию. Стратегия Штефана была прежней, не вступая в прямой бой, завести противника в засаду, используя местность. Он завел войско Ахмата в лес на берегу Днепра. Там молдавская армия атаковала их и уничтожила, частью в рукопашной, частью загнав в Днепр, где тысячи татар утонули. Брат Ахмата погиб в бою, один из его сыновей был взят в плен и убит лично Стефаном. Ахмат был в бешенстве, но еще до того, как успел подготовить месть, он был убит другими желающими занять его место на престоле хана. Настало время рассчитаться за свержение Влада Дракулы, и молдаване вторглись в Валахию, разбили в 2 битвах их армии и вынудили Раду Красивого бежать к своим турецким работодателям, что предполагало скорое появление турецкого войска у границ Молдавии с самыми грозными намерениями. Османы это сделали быстро и максимально подготовившись к встрече с взорвавшимся полководцем. Вторжение в Молдавию 100-тысячной османской армии Румелии во главе с Сулейманом Пашой в 1474 году стало решающим испытанием. Вместе с турками Молдову пришли разорять 17 тысяч валахов господаря этого княжества Лаэте Басараба, а также 20 тысяч болгарских рекрутов. Им противостояло 40 тысяч молдаван, 5 тысяч сикеев, миноритарное население Трансильвании, родственное венграм, 1800 мадьяр, которых направил на помощь Молдове венгерский король Матвей Корвин, и 2000 поляков. Всеми лично командовал Штефан Великий. И турки уже не настроены благодушно, зная дьявольскую хитрость и победы врага. Их намного больше, и они идут положить конец нарушителю их спокойствия. Штефан вновь пропускает войска по своей земле, нанося удары боярской конницей, и лихорадочно ищет способы выровнять численность армий,
призывая к мечу всех, кто готов его держать. На всем пути армий молдаване уничтожали припасы и выводили население, стараясь стойко удерживать речные переправы и крепости, которые Стефан во множестве построил и перестроил. В январе 1475 года уставшая и поредевшая армия осман снова попала в ловушку Штефана. В густом тумане среди зарослей и болот, близ села Васлуй, молдавская армия разом атаковала турок с фронта и с флангов, стремясь загнать на выстроенные перед ее фронтом окопы. Целая сеть волчьих ям, засад небольших отрядов, готовых к поджогу полей, поджидала турок, выкопав ямки в открытых местах. Молдаване рассчитывали, что конница турок атакует их там, и лошади непременно переломают копыта, а если еще и вызвать панику, то это многократно усилит эффект. Финальному наступлению предшествовал необычный трюк в исполнении молдавских военных трубачей. Проникнув глубоко в тыл османской армии, трубачи подали сигнал. Турки буквально сбиты с толку, решив, что они окружены и молдаване рядом и уже побеждают. Началась паника, которую погасили с большим трудом. Предчувствуя неладное, турки двигались в боевом порядке, с конницей в центре и пехотой на флангах. Они видели впереди крупные силы врага и готовы были их смести решительным ударом. Войдя в соприкосновение с молдаванами, их конница сумела прорвать первую линию окопов, но на второй они снова оказались одурачены. Турок ждали пушки, и конные ряды смел залп 2 десятков орудий Стефана. Страшные конные стрелки турок давно беспокоили Штефана, и он выбрал местность с густым туманом, поджег окрестные леса и в густом дыму и пелене. Использовать преимущество своих лучников турки не смогли, в тумане им приходилось стрелять вслепую, на звук. Когда турецкая армия вся втянулась в хаотичный бой с молдавской крестьянской пехотой, во фланг ей ударила скрытая на лесистом холме боярская конница. Османы потеряли строй и управляемость. Но выдержат ли бедные крестьяне бой с блестящими янычарами? В неразберихе рукопашная стойкость и ярость молдавских крестьян оказалась выше выучки янычар и сипахов. Турки были разбиты на голову, понесли тяжелые потери, до 50 тысяч бойцов, и бежали из Молдавии. 3 дня молдаване неотступно преследовали и избивали их. Поражение было таким, каких турки не испытывали от христиан еще никогда. Вместо пиров и праздников по случаю победы Стефан 40 дней постился. Штефан был сыном своего времени, родичем Дракулы, и оттого ждать гуманности от него было бы странно. Кроме нескольких самых знатных, их он разослал в подарок окрестным государям. Тысячи турецких пленников Стефан посадил на кол целый лес колов, с умирающими в мучениях турками вырос у места сражения. Европа была впечатлена таким мощным правителем. Однако на мольбы о помощи армиями никто не ответил. Папа вручил Штефану титул атлета Христи, защитник Христа. Османское величие было уязвлено и требовало отмщения. В следующем 1476 году новая, почти вдвое большая армия турок во главе с мстительным султаном Мехмедом II глубоко прорвалась в Молдавию, но вблизи крепости Нямц, в местности, названной впоследствии Разбойоне, Стефан внезапно напал на авангард турок и разбил его. Это, конечно же, чувствительно, но далеко не победа. Под нажимом главных сил турок он в порядке отступил к заранее выстроенным лесным укреплениям из засек и рвов. Турки ожидали засад и хитрости, так и вышло. Молдаване зажгли лес по всей округе, и снова остались бессильны турецкие лучники и конники, чьи лошади пугались огня и дыма. Не зная местность, турки часто оказывались в самой гуще или пожара, или молдавских воинов. В последующей рукопашной, в дыму, в пламени, янычары были опрокинуты ими. Поражение снова витало в воздухе, и Мехмед лично повел в атаку свою гвардию, чтобы или погибнуть, или спасти ситуацию. В тот день туркам повезло, султан предотвратил поражение и выбил Стефана из его укреплений,
но ценой столь больших потерь, что турки назвали место боя Агдери, долина, белая от костей. Стефан увел остатки своей армии на север, а туда уже стекались новые крестьянские сыны, чтобы пополнить выбывших и продолжить бой. Турки понимали, что во всех сражениях со Штефаном они или проиграли, или чудом ушли, поэтому отчаянно медлили с наступлением дальше. Узнав, что из Трансильвании на выручку Стефану спешит его жуткий свояк, Влад Дракула, они принялись отступать. Тому есть за что мстить, а отправиться на кол, проиграв дуэту столь свирепых родичей, никому не хотелось. Молдаване неутомимо преследовали их, напали на обратной переправе через Дунай и буквально выдворили турок. Мало кому тогда удавалось уйти из Молдавии живым. Штефан был жесток еще и потому, что при скудных ресурсах страны она не выдержит войны на истощение, бесконечных вторжений и реваншей. Врага нужно уничтожать целиком, устрашая так, чтобы более и не помышлял об агрессии. Лишь однажды он остановил польские войска и сопроводил их до границы, когда те попытались вторгнуться в страну. Талантливый полководец и опытный дипломат, Стефан предотвращал любые попытки подорвать независимость страны. Господарь одержал 44 победы из 47 битв, в которых принял участие. Это выдающийся показатель уровня величайших полководцев в истории мира. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.